Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня поговорим о Black Myth, нашем замечательном. У этой игры есть серьезная проблема, которая мешает ее полюбить многим не китайским игрокам. Проблема в том, что ее никто не понял. Не поняли даже те, кто делает по ней контент. И вы скажете: алло, это вот кто вот эта вот такая тут вылезла тут, значит? Откуда она вот вылезла и нам затирает какую-то дичь про китайскую обезьяну? А я отвечу: вылезла я из Телеграма. Там у нас живут самые экспертные эксперты по данному вопросу. Более экспертных экспертов вы нигде в интернете не найдете. Заходите, проверяйте нас на экспертную экспертность. По ссылкам тоже можете переходить. Там наши друзья тоже экспертные эксперты. Ссылка на канал в комментариях. А мы, собственно, начнем. А начнем мы-то с духоты. Рассуждать об игре, не пересказав историю жизни Сунь Куна, будет сложно. Поэтому, если не хотите слушать очередной пересказ путешествия на Запад, мотайте на этот тайм-код, там мы уже коснемся самой игры. Так вот, собственно, кто этот ваш царь-то обезьяний? Существует множество форм творчества, в которых он упоминается. От оперы и театра до игр и фильмов. И несмотря на то, что упоминание Сунь Куна как персонажа появляется задолго до романа «Путешествие на Запад», именно эта книга считается общепринятым каноном. А большинство адаптаций создано именно по ней. Так вот, проблема есть на самом деле не только у игры, но и у ее главного героя. Его тоже никто не понял. По какой-то неведомой причине Соню Куна многие демонизируют и воспринимают как антигероя. Его воспринимают как нерадивую и глупую обезьяну, которая в силу своего ужасного характера натворила бед и пошла искупать свои грехи в буддийское паломничество под надзором доброго учителя Сюаньцзана. Соню Кун и правда персонаж довольно сложный и противоречивый, но ни в коем случае не отрицательный. Так а что там было в итоге-то на самом деле? Давайте разбираться. Жила-была гора Хуаго, гора цветов и плодов. На вершине ее был магический камень, вобравший в себя энергию неба и земли. Однажды на этот камень подул ветер, и из него выпрыгнула каменная обезьяна. Ее тепло принял в свои ряды местный обезьяний народ и признал своим вожаком. Обезьяна совершила опасный прыжок сквозь водопад и нашла за ним гигантскую пещеру. К слову, я не могу вспомнить ни одну адаптацию, в которой эта пещера была описана настолько же круто, насколько она представлена в книге. А там она описана как целый древний город с каменными домами, мостами и всей вообще инфраструктурой. Неудивительно, что за нахождение такого шикарного места жительства обезьяний народ признал каменную обезьяну своим царем. Жили они долго и счастливо. Но однажды молодой царь задумался о смерти. А его очень печалило то, что ему тоже придется когда-нибудь покинуть этот мир. Он настолько жаждал жить, что пересек 2 океана и 1 континент в поисках мастера, способного обучить искусству бессмертия. Долгие годы странствий привели его, наконец, к Даосу, патриарху Пути, в русском переводе Субботе. Тот дал ему имя Сунь Кун. 是天生地长，我看你相貌举止像个猢狲啊，你就姓孙，法名悟空，好吗？ Однажды каменная обезьяна проявила чудеса смекалки и распознала тайные знаки своего наставника. За это патриарх согласился научить ее искусству 72 превращений и разной другой даосской магии. Благодаря постижению мудрости Дао, Сунь Кун наконец-то обрел бессмертие. И здесь стоит также немного пояснить за эти самые превращения. На самом деле, само число 72 ничего не значит. Это просто обозначение какого-то очень большого, можно сказать, бесконечного количества чего-то. Этим числом измеряется так называемая степень постижения Дао. Чтобы было понятнее, это как уровни в онлайн-игре, где 72 — это максимальное значение. Так называемый кап-левел. Так вот, Сунь Кун этого максимального развития в постижении Дао и достиг. К примеру, нефритовый император, владыка даосского пантеона, тоже владеет 72 превращениями. Но не все в обучении складывалось гладко у Сунь Куна. Однажды, когда он решил продемонстрировать перед своими собратьями новообретенные способности, на него обратил внимание учитель. Он сказал, что оставаться Сунь Куну в монастыре теперь будет опасно, ведь остальные ученики могут позавидовать и начнут выпытывать у него секреты этого искусства. Боясь беды, патриарх Пути отправил каменную обезьяну обратно домой. Также он добавил, в случае, если Сунь Кун при помощи новой силы натворит
натворит бед, он должен никому не рассказывать о том, кто был его учителем. На самом деле шикарные отношения, я считаю. Типа, я тебя, конечно, научу, но если чё, я не при делах. Вернувшись домой, царь обезьян обнаружил, что его народ терроризирует какой-то местный Яогвай. Кто такие Яогваи, я расскажу немного позже. Победив демона, Сунь-Кун начал обустраивать свое государство, чтобы его обезьяны смогли сами себя защищать без его помощи. Он создал армию, назначил военачальников и генералов и обучил подданных сражаться. Да вот беда. Познав мудрости Дао, он стал очень сильным, и оружие смертных ему не подходило по весу. Тогда он отправился к своему соседу, царю драконов Восточного моря Ао Гуану. И здесь существует очень распространенное заблуждение о том, что якобы Сунь-Кун с порога устроил там скандалы, силой отнял все добро у драконов. По правде сказать, дела там обстояли не так уж и драматично. Царь драконов принял Сунь-Куна довольно тепло и подружески предложил тому весь свой арсенал. Да вот беда, драконье оружие, даже самое тяжелое, оказалось слишком легким для нашего героя. Тогда жена Ао Гуана напомнила своему мужу о куске железа, начавшем источать странное золотое сияние точно перед приходом необычного гостя. Тем железом являлся Цзиньгубан, волшебный посох исполнения желаний с золотыми обручами, весивший 13 500 дзиней. Это что-то около 8 тонн. В древности небожители им измеряли глубину небесной реки. Ао Гуан повелел привести царя обезьян к загадочной реликвии. Но, придя на место, Сунь-Кун увидел огромную железную колонну. Владыка драконов сказал, что гость может унести этот кусок железа с собой, если вообще сможет это сделать. Обхватить колонну руками не представлялось возможным. Тогда царь обезьян пожелал, чтобы реликвия стала меньше. Повинуясь прихоти героя, кусок железа с золотыми обручами начал уменьшаться, пока не достиг подходящего размера. Это привело всех в изумление. Многие начали думать, что Сунь-Кун предназначен для того, чтобы владеть этим древним артефактом. Когда царь обезьян продемонстрировал с легкостью свое умение обращаться с Цзиньгубаном, Ао Гуан пришел в ужас от того, что проиграл в споре, и ценную реликвию все-таки придется ему отдать каменной обезьяне. О подвигах юного правителя узнали и другие цари драконов. 6 из них во главе с князем с головой быка Нюмаваном настолько восхитились успехами Сунь-Куна, что пришли к нему заключить союз и стали его названными братьями. После пира, в честь заключения союза, Сунь-Кун, захмелев от вина, прилег спать. Несмотря на то, что его сон охраняли его военачальники, беда его стороной не обошла. Его спящего увели в подземное царство мертвых 2 демона. Существует странное мнение, что Сунь-Кун в этой сцене погиб от алкогольного отравления. Собственно, поэтому его душу и забрали в мир мертвых. Так это, получается, вот эти вот небожители-то ваши глупые. Зачем они армию 100-тысячную-то к нему приводили на гору? Военачальников там своих заставляли с ним бороться. Так надо было его просто напоить, обезьяна бы сама и кончилась. Так что ж там в итоге это произошло в самом-то деле? Для начала стоит обозначить то, что вся китайская мифологическая система построена на бюрократии. И путешествие на Запад всю эту подземную и небесную канцелярию то и дело высмеивает. В мире местных божеств без бумажки ты букашка. И Сунь-Куна в царство мертвых забрали именно по этой причине. Бюрократы с бумажками все напутали и забыли его вычеркнуть из книги живых и мертвых. Наш обезьянин по этому поводу, конечно же, пришел в ярость. И сам вычеркнул себя из списков, а заодно и всех своих обезьян, сделав их бессмертными. Конечно же, его дерзкие выходки не могли остаться без внимания Небесного двора. Небожители не очень хотели вмешиваться в войну с земным бессмертным, поэтому решили принять его на официальную должность, чтобы он всегда был под их надзором и контролем. Да вот беда. По вот этим их бюрократическим бумажкам свободных рабочих мест не было, и единственной свободной должностью являлась должность Бимавэня, то есть конюха. И, понимая, что такая позиция может оскорбить царя обезьян, небожители решили умолчать о том, что она является самым низшим и унизительным рангом. Несмотря на это, Сунь-Кун, попав на небеса, ответственно исполнял свои новые обязанности, и ни у кого не было претензий к его работе. Все складывалось хорошо до того дня, пока слуги не рассказали нашему обезьянину о настоящем значении его должности. Тогда он пришел в ярость и покинул небесные чертоги. Прошу заметить, без конфликтов, без скандалов, он просто молча улетел домой на Хуаго. Небеса не могли стерпеть то, что дерзкий бунтарь находится вне их власти. Тогда они послали к горе Сунь-Куна армию во главе со своими лучшими военачальниками. И их всех царь обезьян вынес в одиночку. И он в бою доказал, что равен богам по силе
и потребовал признать себя великим мудрецом, равным небу. Небожители, понимая, что ничего не могут с этим сделать, конечно же, согласились. Они выдали ему новую должность под названием, соответственно, великий мудрец, равный небу. Но и здесь была небольшая загвоздка. Должность эта, хоть и звучала красиво, но была номинальной. Не имела ни ранга, ни обязанностей, ни оплаты, и Укуну об этом закономерно сообщить не умудрились. Со временем Небесному двору пришлось не по нраву то, что обезьяна ничем не занята и от скуки отвлекает от работы других небожителей. Тогда они решили извлечь от нахождения Сунь-Укуна на небесах хоть какую-то пользу. Они назначили его на должность охранника в персиковом саду, в котором росли персики бессмертия, чьи плоды делали тело съевшего невероятно крепким, а его самого вечно юным. Сунь-Укун, безумно любивший персики, попав в сад, не смог удержаться от такой, так сказать, дегустации. Пристроился на ветке их, собственно, дегустировать. Но вот беда. В то же время небесные чертоги готовились к персиковому пиру, очень важному мероприятию, случавшемуся раз в 500 лет, где небожители этими персиками и лакомились. На данный пир позвали всех, кроме Сунь-Укуна. Он закономерно почувствовал себя обманутым и понял, что его звание на самом деле ничего не значило, а небожители в очередной раз надменно посмеялись над ним, выдав несуществующую должность. Тогда он решил без приглашения прийти на пир сам. Появившись во дворце под обликом босоногого бессмертного, он обнаружил, что банкет еще не начался, а идут только приготовления к нему. Тогда он решил полакомиться местными яствами. Вино и фрукты там были непростыми. Они тоже даровали бессмертие и укрепляли тело. Стоит отметить, что Сунь-Укун никогда не забывал о своих подданных, поэтому часть еды и выпивки он собрал в мешок, чтобы поделиться небесными благами со своим народом на земле. Он уж было собрался уходить, да перепутал дорогу и прилетел ко дворцу Тушита, обитель великого небесного алхимика Лао Цзюня. Вы наверняка слышали о Лао Цзи, основателе учения Дао. Вот это его, собственно, божественное воплощение. Во дворце Сунь-Укун нашел эликсир бессмертия. К слову, многие ошибочно думают, что это жидкость, но нет, то, что часто переводят как эликсир бессмертия, на самом деле является пилюлями в виде шариков. Наш великий мудрец перед отбытием домой съел и их тоже. Конечно, небесные чертоги не могли стерпеть такой наглости и вновь отправили свои лучшие войска к горе Хуаго. И вновь потерпели закономерное поражение. В отчаянии нефритовый император позвал на подмогу своего племянника Эрлан-Шэня, прославленного охотника на яогваев. Он, как и Сунь-Укун, тоже владел 72 превращениями. Они вступили в поединок, но поскольку сражались на равных, победителя выявить было невозможно. Тем временем названные братья Эрлана, с которыми тот прибыл на Хуаго, воевали с народом Укуна на земле. Обезьяны начали терпеть поражение, и увидя, что его земная армия разбита, великий мудрец бросился бежать. В книге не особо прописана мотивация его побега, скорее всего, он опасался того, что братья вмешаются в поединок, когда расправятся с его народом, поскольку они с Эрланом ни о какой дуэли не договаривались, как в игре. Или, может, он поспешил к своим подданным на помощь, но об этом в книге не говорится, поэтому мотивация персонажа остается в плоскости догадок. Оказавшись на земле, наш обезьянин постарался скрыться в лесах, принимая разные облики. Но в конце концов Эрлан и его братья вступили с ним в бой. Сунь-Укун отчаянно сражался против 7 небожителей и казался непобедим. Но исход поединка решили не воины, а один вредный небесный алхимик Лао Цзюнь. Скинул с небес золотой обруч, который устремился на землю и прилетел прямо Сунь-Укуну в голову. Удар оказался такой страшной силы, что сбил великого мудреца с ног. Когда тот попытался встать, его пленили Эрлан с братьями. Непокорного бунтаря доставили на небеса, где нефритовый император приказал тут же его казнить. Да вот беда. Благодаря небесным яствам, которые Сунь-Укун накануне употребил, его тело стало неуязвимым. Его рубили, кололи, сжигали, били молниями, разрывали бурями, но он оставался невредимым. Тогда Лао Цзюнь предложил замечательную идею. «Обезьян, говорит ваш, волшебная, очень сильная и закаленная. А давайте-ка мы ее запихнем в мою алхимическую печь и эликсир из нее сварим». Так и сделали. Да вот, как говорится, беда. Сунь-Укун в печи не только не переплавился, но и стал еще сильнее. Его глаза приобрели огненно-золотое сияние, позволяющее ему видеть сквозь ложь и чары. На 49-й день он выпрыгнул из печи,
Объятый яростью из-за того, как несправедливо с ним обошлись боги, он начал крушить все вокруг. Но его гнев был направлен в первую очередь на нефритового императора, которого он даже захотел свергнуть. Владыка даосского пантеона настолько перепугался, что позвал на помощь самого Будду Татагату, верховного бога западных небес. Тот, явившись на восточные небеса, предложил Суню Куну сделку. Если он выпрыгнет из его ладони, то его признают равным небесам и пожалуют титул императора. Если же он потерпит поражение, то должен будет вернуться на землю и никогда больше не посмеет перечить воле небес. Обязательно запомните условия этого пари, мы к ним вернемся немного позже. Суню Кун прыгнул и оказался в странном пустом месте, в котором не было ничего, кроме 5 каменных столбов. Очевидно, он так перестарался, что не только выпрыгнул из ладони, но и оказался на самом краю света. А эти столбы — это наверняка опоры, поддерживающие небеса. Чтобы доказать Татагате, что он выиграл пари, Суню Кун написал фразу на центральном столбе: «Здесь был великий мудрец, равный небу». Ну а потом еще раз написал, но уже с другим ударением. Когда Суню Кун вернулся к Татагате, его ждал неприятный сюрприз. Будда показал ему свою ладонь, где на среднем пальце красовалась его надпись. Царь обезьян проиграл спор, но Татагата нарушил свое обещание. Вместо того, чтобы отпустить героя на землю, он заковал его в темнице под горой 5 стихий, где тот пробыл 500 лет до своего освобождения. И здесь снова вернемся к условиям пари. Как мы видим, Будда солгал, изменив условия наказания. И все бы ничего, но по буддийским заветам последователям этой веры запрещено лгать. А здесь мы видим, что сам основатель учения нарушает данное слово. Так, а почему так? Дело в том, что путешествие на Запад является религиозной и социальной сатирой, и высмеивается здесь не только даосская бюрократия, но и некоторые отрицательные черты представителей буддизма. Из-за того, что в Китае оригинальный роман прошел очень жесткую цензуру, эти подтексты во многих адаптациях начали вымываться. К слову, в этой игре неоднозначность представителей божественных пантеонов замечательно передана. Авторы оригинал уж точно читали, за это им спасибо. Молодцы. Ярче всего эта сатира прослеживается в образе монаха Сюаньцзана, который освободит Суню Куна из-под горы 5 стихий и отправится с ним в великое паломничество на запад с целью доставить священные сутры из Индии в Китай. В современных адаптациях его часто изображают в виде мудрого святого наставника, ведущего безнравственную обезьяну к мудрости учения Будды. Увы, в оригинальном романе образ у этого персонажа совершенно иной. Лучше всего его суть иллюстрирует первые несколько сцен, случившиеся сразу после освобождения Суню Куна из-под горы Усиншань. В самом начале их пути на него с учителем нападают разбойники, которых великий мудрец закономерно побеждает. Ну, то есть насмерть побеждает. Сюаньцзан начинает отчитывать своего новоиспеченного ученика, ведь буддисты не должны убивать. Суню Кун не мог стерпеть того, что сам танский монах мешает ему выполнять прямые обязанности по его же защите, и наш обезьянин его покидает. Казалось бы, убивать людей, пусть и разбойников, действительно не очень хорошо. Но в этой сцене все не так уж и просто. Стоит обратить внимание на имена этих бандитов. Называются они глаз, ухо, нос, язык, тело и разум. Ничего не напоминает? Все они — это метафорические олицетворения чувств, от которых должен избавиться каждый буддист, чтобы достичь просветления. Убив их, Суню Кун в переносном смысле избавил своего учителя от этих чувств. А за что, тот его еще и отчитал. В самом романе есть немало подобных сцен, в которых Сюаньцзан наказывает своего защитника за то, что тот стремится избавить его от напастей и приблизить к просветлению. Но этой сцены мало для того, чтобы описать танского монаха. Пока Суню Куна не было рядом, бодхисаттва Гуаньинь пожаловала Сюаньцзану обруч подчинения, замаскированный под обычную шапочку. Если прочитать особое заклинание, обруч на голове носителя начинает сжиматься и причиняет ему великую боль. О том, что Сюаньцзан не раз испытывал это пыточное устройство не по назначению, мы говорить не будем. Давайте лучше опишем, каким образом Суню Кун получил его на свою голову. В первых же сценах после освобождения добрый учитель говорит своему ученику, что буддисты ни при каких обстоятельствах не должны лгать. Переворачиваем 2 страницы, и что мы видим? Сюаньцзан обманом заставляет Суню Куна надеть обруч подчинения, рассказывая сказки о том, что эта шапочка дает какие-то невероятные силы. Ну, я думаю, образ этого персонажа у вас в голове наконец-то сложился. Прежде чем мы отправимся разбирать пролог игры, я хочу вас еще немного поддушить нудной информацией, без которой понять будущие события будет довольно сложно.
Давайте поговорим о том, как устроен мифический мир романа. У нас есть два божественных пантеона. Восточные небеса над Китаем — это даосский пантеон с нефритовым императором во главе. Это наши любимые бюрократы. И западные небеса над Индией — это буддийский пантеон, которым руководит Татагата. Они тоже бюрократы, но это меньше из их проблем. Важно понимать, что, несмотря на то, что они ведут общие дела и зачастую даоско-буддийские термины между собой смешиваются, их все же надо рассматривать отдельно. Каждый из них имеет свои собственные цели, идеи и роль в сюжете. Для понимания будущей истории очень важно держать в голове этот момент. Мы поговорили о небесных силах, теперь стоит поговорить о земных. Они тоже делятся на разные категории. На смертных, обычных смертных людей и животных. Таковым людям, например, Сунь-Кун в своем путешествии на запад помогал избавляться от всяких напастей в виде яогваев или прочих бед. А есть бессмертные. Это любые люди, не проживающие на небесах, но владеющие магией. Например, к таковым относился патриарх Пути. Также обитатели Земли делятся на гуаев. На них мы остановимся подробнее. Я не нашла в оригинальном китайском тексте это понятие в том смысле, в котором оно употребляется в игре. По мне так гуаи — это бывшие смертные животные, которые путем самосовершенствования приобрели магические способности. В даосизме любое существо, которое достаточно усердно работает над собой и постигает мудрость дао, может стать бессмертным. Само бессмертие — это тоже не совсем бессмертие, но об этом поговорим немного позже. Так вот, именно такими необычными животными, владеющими магией, и являются гуаи. Зачастую они имеют антропоморфные черты. И, наконец, еще одна группа под названием яогуай. По сути, те же гуаи, только злые. Вот этих ребят в оригинальном романе много. По сути, большинство противников Сунь-Куна в путешествии на запад — это яогуай. То есть всякие разные демоны. Разобрать всю эту систему можно на примере самого главного героя. Он был рожден обычной смертной обезьяной. Особенная порода не давала ему каких-то волшебных преимуществ, кроме природных талантов и дарований он ничем тогда особо не обладал. Дальше он обучился даосской магии. Здесь его можно считать по игровой системе гуаем. Потом он дважды служил при дворе у даосов и считался божеством восточных небес. Следом, из-за бунта против богов, его некоторые начали называть яогуаем. Мы их за это осуждаем. И, наконец, совершив паломничество в Индию и дойдя до горы Линшань, он получил звание всепобеждающего Будды и стал божеством западных небес. Что стало дальше после того, как 4 монахов получили свои титулы, мы особо не знаем. Книга ответы на эти вопросы особо не дает. Но их дают адаптации, и Black Myth — это одна из них. Есть выжившие, кто смог пережить этот душнейший пересказ? Хорошо, давайте наконец-то переходить к самой игре, а вернее к прологу. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на образ Сунь-Куна. Очень необычно видеть его таким сосредоточенным и серьезным. Как видно, очередное пришествие небожителей его встревожило. А кто, собственно, к нему на этот раз-то пришел? Да, все те же лица. 4 небесных царя и дух реки Хуанхэ, великан Цзюлиншэнь. Все они точно так же осаждали гору Хуаго в самом романе. Среди непрошенных гостей заявился и сам Эрлан Шэнь со своей собакой, который многие эпохи назад уже сражался с великим мудрецом. Из первого монолога мы понимаем, что священные писания уже давно доставлены из Индии в Китай. Сюаньцзан цел и невредим, а путешествие на запад успешно завершилось. И герой недоумевает, почему увольни из чертогов снова принялись истреблять обезьяний народ и призывают его самого подчиниться. Эрлан объясняет, что силы небес оказались недовольны тем, что всепобеждающий Будда оставил очередную должность и не желает никому подчиняться. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. К слову, отвечая Эрлану на нудные нотации, Сунь-Кун произносит вот эту фразу. All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Многие посчитали, что он просто оскорбляет противника, называя его свиньей. На самом же деле он утверждает, что Эрлан треплется так же долго и бессмысленно, прям как та свинья.
Да, та самая свинья, собрат Сунь Укуна по буддийской вере, который сопровождал его и танского монаха на запад. Его имя Джу Ба Цзэ, и о нем мы поговорим подробнее в будущих видео. Также любопытной является вот эта часть диалога. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? В ней Эрлан недоумевает, почему Сунь Укун решил отказаться от бессмертия, покинув должность. Звучит странно, ведь герой все еще бессмертный, он ни от чего не отказывался. А дело тут вот в чем. Зачастую то, что переводится как «бессмертие», им на самом деле не является. Действительно, вот эта фраза переводится как «жить вечно и не стареть». Но это выражение часто воспринимается не только как бессмертие в прямом смысле, но и как качество богов и святых существ. Можно сказать, что это один из главных признаков божественности в китайской традиции. Покинув Линшань, Укун не стал смертным. Он избавился от статуса Будды, то есть потерял эту божественность. Поэтому данный диалог лучше всего можно перевести вот так. 斗战胜佛，你可知这长生不老的佛位，有多少人求而不得？长生不老？三界六道不就毁在这4个字上？ А в самой книге все обстоит вот как. Те, кого называют бессмертными, на самом деле не могут жить бесконечно. Даже боги выращивают персики, варят вино и эликсиры бессмертия, чтобы поддерживать свое долгожительство. Чего уж говорить о земных яугваях, которые вообще едят человеческое мясо, чтобы постоянно продлевать себе жизнь. К слову, именно поэтому Сунь Укуну и приходилось защищать в путешествии Сюаньцзана. Его банально каждый сожрать хотел. Ну и временами не только сожрать. Схватка продолжается. Кажется, царь обезьян уже близок к победе, как вдруг в поединок вмешиваются небесные цари. Приняв облик камня и отразив удар, Укун возмущенно обращается к Эрлану. Brat, you call that a duel? Великий мудрец пытается увести бой в леса, где никто больше не смог бы вмешаться. Да вот беда, в дуэль кто-то все-таки вмешивается. Неведомая сила наколдовывает герою на голову обруч подчинения. Артефакт заставляет Укуна принять истинный облик, а невыносимая боль лишает его возможности продолжать бой. И здесь есть небольшая проблема. Обруч в конце путешествия на запад Сунь Укуна в награду сняли. И разработчики это понимают, раз показали это в одной из игровых роликов. И тут начинается неразбериха. Обруч наколдовать из ниоткуда невозможно. В романе их всегда следовало физически надеть на пациента, чтобы заклинание сжатия возымело эффект. Иначе зачем вообще нужны были все эти драмы с небесными войсками, если можно было просто взять и наколдовать нашему обезьянину электроошейник? Если вы думаете, что я отвечу на этот вопрос, то нет, я на него не отвечу, потому что я сама понятия не имею, что здесь происходит. Может, его наколдовал Татагата, но тогда зачем нужны были все эти приколы с прыжками из ладони, раз он такой крутой? На этот вопрос нам наверняка смогла бы дать ответ продолжение, но, как говорится, есть нюанс. Эрлан наносит финальный удар и, вонзив копье в грудь Сунь Укуну, впечатывает его в самый пик горы Хуаго. Так и погибает легендарный герой. Или же нет? Об этом нам поведает новый миф. Загадочная старая обезьяна рассказывает нам. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into 6 relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the 6 senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. И еще стоит обратить внимание на то, что здесь опять поднимается тема избавления от чувств. Этот образ в прямом и в переносном смысле очень часто встречается в романе. А что он значит здесь, мы узнаем еще не скоро. Но вернемся к заставке. На ее фоне звучат едва уловимые мотивы Небесной симфонии. Это главная тема сериала 86 года. И на этом остановимся поподробнее.
Этот сериал, отрывки которого вы видели на протяжении всего видео, является легендарной адаптацией оригинального романа. Сложно переоценить его вклад в китайскую культуру. Каждый азиатский мальчик 80-х, 90-х годов смотрел его по ТВ и мечтал сам быть царем обезьян. Очень тепло читать комментарии под видео с игрой, в котором выросшие зрители сериала ностальгируют по временам детства, ведь в Black Myth спрятано очень много замечательных отсылок на это произведение, каждую из которых мы обязательно в будущем разберем. Собственно, вот отрывок заглавной темы и ее ноты в открывающей сцене игры. Второй наижирнейшей отсылкой является китайская озвучка, в которой актер Сунь Куна отыгрывает и звучит точно так же, как и актер озвучки из этого сериала. Многие даже подумали, что это он и есть. Вернее, один из них, там, два актера этот сериал озвучили, и, впрочем, они одинаково звучат. Обязательно зацените, это культовая вещь и важная часть китайской культуры. Но вернемся к нашим обезьянам. Наконец, нам представляют главного героя игры, юного безымянного обезьянина, подозрительно похожего на Сунь Куна. Ему небожители дали прозвище «Избранный». Загадочная старая обезьяна отправляет его в путь, которым когда-то шел сам великий мудрец. Теперь избранному предстоит собрать все реликвии воедино, чтобы вернуть к жизни павшую легенду. Сумеет ли он исполнить завет судьбы? Об этом вы узнаете из цикла наших видео. Как вы могли понять, видео в этом цикле будет много, по одному на каждую игровую главу. Поэтому подписывайтесь на телегу, чтобы следить за нашим творчеством и точно не пропустить выход новых видео. Там же можно выйти на связь с нашей командой и проверить нас на экспертную экспертность. Если в этом видео есть какие-то фактологические ошибки и я оказалась где-то не права, напишите об этом в комментариях. Я размещу новую информацию в закрепе. Вам всего хорошего, скоро услышимся!